Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я, Ольга Красикова, рада вас приветствовать на своем канале «Плетем вместе». Это видеоработа о том, как я плела сундучок. Подробнее вы можете посмотреть все части. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я плела этот сундучок в прямом эфире. Здесь вот хороший картон, здесь ничего нету. А если вот такой вот, например, с надписями, или вот видно, что гофрированный, прям вот видно, на него лучше приклеить такой белый лист, ну, обыкновенный вот клей, карандаш. Так, вот я приготовила две заготовки. Одну не стала проклеивать белым, ну вот так вот даже видно. Вот разница. Здесь я проклеила белым, а здесь просто на картон приклеила. Вот у меня уже подготовлен шаблон на 32 стойки. Стоечки я буду делать одинарные. Накрутила на спицу 1,5 миллиметра, ширина полосы 10,5 сантиметров. То есть я резала напополам. Просто трубочка, а вот я на стойке, она чуть ли не в 2 раза толще. То есть вот из 3 нижнюю, которую сейчас завожу, хватит, я ее и оборачиваю. Я доплела, вот у меня вышло отсюда вот из-за стоечки. Я плету веревочку в 3 трубочки, 2 перед. Значит, я считаю, вот из-за этой должна выйти, из-за этой же нету. 1 за, 2 перед. То есть все правильно, вот отсюда. И начинать надо вот с этой вот 2 перед, 1 за. Вот. И получится, что все из-за этой, и вот из-за этой нету, сюда завожу. И дальше по порядку 2 перед, 1 за. Примеряю донышко. Смотрю, вот если у меня углы выходят вот здесь вот, я лучше сплету еще одну здесь веревочку. Не в 3, в 2 трубочки буду плести. Потому что если сейчас поднимать стойки, то углы не выйдут ровно. Одну трубочку я срезаю. Сразу убираю в плетение. Ну, просто подвигаю, все, она туда ушла. И этими 2 сплету.
Так, я проплетаю обратной веревочкой стежок, чтобы закрыть. А то получится галочка. А так вот получается ровненько. За 2. У меня вот все время она так делает, не знаю, я вот от этой болезни никак избавиться не могу. Или надо в самом начале приклеивать сюда трубочку поближе, но я об этом тоже все время забываю, поэтому я выравниваю чуть-чуть вот эту трубочку вот сюда, подгибаю. То есть она немного вот сюда ложится, и на ее место поднимаю. То есть чуть-чуть смещаю. Вот она вот отсюда выходит, я чуть-чуть ее смещаю. Проплету веревочку в 3 трубочки темными. Форму надо вставить сразу, иначе я сейчас сплету веревочку и форма может не вставиться. Пакет с мелочью кладу внутрь. Получается очень здорово, вот чтобы не распадались трубочки. На угловые трубочки можно одеть 3 на углу, чтобы не выпадали. Вот. Веревочка прямая обратная.
Так, закрываю, значит, под одну, просто под одну и эту под две, чтобы галочки образовались. 3 перед, 1 за. Здесь уже не оборачиваю стойки. 3 перед, 1 за. В принципе, все, узор сошелся, он вот будет вот такой вот, то есть вот чуть-чуть по диагонали вот такая выпуклость будет идти. Здесь эту трубочку просто сейчас составляю. Потом, когда проплету веревочку в 3 трубочки, я и эту трубочку, которую обрезала, вверх ее туда, вот так вот заправлю, спрячу. Значит, плету окантовочную веревочку, сначала прямую, потом обратную. Здесь надо смотреть и подтягивать трубочки, а то не... ситцем одну заплету. Так. Не строго по стойке, а чуть-чуть выпустил, потому что стойки здесь широко стоят, чтобы было не так широко. Следующий ряд, получается, я по стойке буду делать. Буду делать вот чуть-чуть, даже не посередине, а ближе к, чтобы побольше еще у меня угол получился. Я здесь, получается, сделаю, а потом оборот на стоечке.
здесь я срезаю стоечку, трубочку, она уйдет в плетение вверх. Вот так. Вот сюда. Здесь проплетаю все 3 сразу. Так, закрываю ряд. Срезаю стоечки и вставляю трубочки для загибки. Если не получается закрыть веревочку в 3 трубочки обратную, то есть вот она должна отсюда выйти, можно вынуть форму, закрыть, а потом вставить форму обратно, если надо. Делаю маленькие гапельки, первую 2. Ну и вот здесь прям видно, что место остается для вот трубочки последней. Вот она укладывается. Все, осталось ее только подтянуть и подрезать. Так, ну вот такая вот шкатулка получилась.
Для того, чтобы сформировать крышечку, я приготовила 11. Здесь у меня 11, ну да, 11 стоечек. И буду формировать крышечку. 11 стоечек. Ручки я все-таки решила сделать. Вот просто несколько трубочек склеила и прикрепила к сундучку. Сундучок сделан на хомутах. Это сзади крепление. Как я плела крышечку, коротенького видео сделать не получилось по плетению крышки для сундука, так как было очень плохое качество видео, и я его не могла сохранить. Для сундучка я плела крышу ситцевым плетением. Между стойками, так же как и здесь, 2,5 сантиметров. Здесь я брала 1,5 миллиметра спицу на стоечке, и здесь 1,5 миллиметра спицу на стоечке. И я вставляла в крайние и в серединку в одну трубочку проволоку. Поэтому она вот не обработанная, может вот так вот гнуться в разные стороны. Загрунтую сундучок. Вот так вот привяжу эластичным бинтом крышку вот так вот, чтобы она легла точно по сундучку. И когда высохнет, тогда буду заниматься отделкой. Здесь у меня 12 трубочек ушло на стоечки. И около 64 трубочек у меня ушло на плетение ситцевым плетением самой крышечки. Где-то 28 трубочек у меня светленьких ушло на зубатку. На основание ушло у меня, когда вот я плела само основание, 162 темных и около 60 светлых. На другом сундучке я делала косичку через весь сундучок. Вот, может быть, еще вот такой вариант. Гапельки вот эти прикрыли крепление. Можно их поменьше сплести. Вот так вот я меряю, чтобы ровно было. Сложила их, связала, чтобы постоянно не примерять. И вот получилось у меня 3 отсюда и 3 отсюда. 6 трубочек. Теперь их соединяю в одно, чтобы вот так вот закончить плетение. И смотрю, вот как они должны идти. То есть вот беру одну правую крайнюю. Она, значит, вот так вот. Вот эти две вот вышли. И как вот с крайней они должны соединиться. То есть эти две и эти две. Сначала одну перекладываю. Получается, здесь уже скоса, здесь ровная сторона. Значит, эту трубочку крайнюю я подворачиваю. Теперь эту крайнюю. Подравниваю вот их по 3. И так заканчиваю с одной стороны, один раз провожу, подтягиваю. Все померила, доплела до нужной длины. Вот они одинаковые, сравнялись. И теперь я просто обрезаю и подклеиваю. Фиксирую зажимом. Это все, что я вам хотела рассказать. Желаю вам успеха во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставлю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.